Друзья мои, всем привет! С вами компания PandaWay. Сегодня у нас на обзоре брутальный, полноприводный, бюджетный кроссовер городского типа, на котором вы можете передвигаться не только по городу, но и выезжать на легкое бездорожье, по заявлению производителя. И давайте мы сегодня проверим, на что он способен. iCar V23. Для тех, кто не знает, производителем является всем известная в России компания Chery. Они создали суббренд iCar для производства электромобилей с повышенной проходимостью. У него есть ряд интересных возможностей для оффрода, такие как угол съезда и заезда 42 и 40 градусов. Впечатляющие углы, которыми не могут похвастаться даже леопарды. Клиренс здесь, конечно, небольшой, но и не маленький, 20 сантиметров, чего в принципе должно хватать для легкого бездорожья. Пневмы здесь нету, блокировок тоже нету. Сегодня для него мы приготовили небольшое испытание, куда на девяточке вы точно не проедете. А вот проедет ли iCar V23, посмотрим. Но если он не проедет, нам придется вызывать эвакуатор или трактор. У нас сегодня на обзоре полноприводная комплектация, максимальная комплектация, с доп-пакетом за 10 тысяч юаней. Но есть одно но. Да, Антон? Да, все так. Пресс-парк просил упомянуть нас, что это предсерийный образец, и у него есть ряд недоработок. Первый — это шумоизоляция, стеклопакет двойной, но он тонкий, хуже, чем у оригинала будет в конце. Также там по аркам тоже есть недоработки. И просили очень сильно упомянуть то, что газовые упоры на задней двери будут гораздо лучше, уже с фиксацией, толще и корректно работать. Здесь мы покажем позже, как работает. Прежде чем начать наш обзор, давайте поговорим о скучных технических данных. Длина автомобиля 4,22, высота 1,85 м, с меня ростом, ширина 1,92 м, колесная база 2,74 м. Моторы у полной приводной комплектации. Спереди стоит 55 киловатт движок, сзади 100 киловатт движок. В монопривода задний мотор на 100 киловатт. Батарейка у полного привода тройная литиевая, 82 киловатт-часа. Большая емкая батарейка, о которой мы поговорим позднее. А вот у монопривода это литий-железофосфат, 47 либо 60 киловатт-часов. С запасом хода 301-401 километр по циклу CLTC. И как пишет iCar на своих автомобилях, Born to play. Рожденный играть. Поехали играть. Лех, ты уверен, что мы здесь проедем? Чё-то это... Я сомневаюсь. Смотри, здесь какая дичь творится. Слушай, ну мы же хотели загнать тебя в какие-то сложные условия. Надо пробовать. У нас здесь, получается, будет бугор. На него заедем. Но здесь он продавит его. Я думаю, днищем не сядем. Вот сюда мы, получается, колесом проваливаемся. Проезжаем таким образом. Тут днищем трем по песочку. Ничего страшного. И здесь мы проезжаем. Тут тоже продавливаем. И вот здесь у нас, благодаря тому, что у нас угол заезда 42 градуса, я думаю, что должны проехать. Меня смущает очень мягкий песок. Прям зыбкий. А у нас шоссейка капитальная. А она плавать умеет, если что, нет? Плавать? Нет, она плавать не умеет. А сколько она стоит? 150 в максималке с доп-пакетом. Ну, если что, скинемся, покроем расходы. Покроем. У нас тут есть всего 6 режимов. Это эко-стандарт спорт. Также есть режим дождя. И один режим — это легкий оффроуд. Ну, про настраиваемый режим я ничего не говорю. И вот сейчас мы поедем в легком оффроуд режиме. И проваливаемся. О, смотри, колесо вывесилось. Так, сейчас мы еще раз проваливаемся. О, там аккуратно. Рядом с колодцем, прям очень близко. Там колодец, да? Да. Давай. Ребят, ну вы там не смейтесь, пожалуйста, мы не профессионалы по оффроду.
Мы только учимся. Еще назад. Правее бери. О, как красиво было. Прямо руль. Вот, класс. Давай, 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 давай. Огонь. Сейчас момент такой интересный был. Она уперлась, забуксовала. Я продолжал давить педаль газа. Думаю, что интересно будет, то есть она будет буксовать или нет. Она грамотно, то есть именно вот у меня педаль была выжата, а она грамотно сама распределяла нагрузку. Имитации. Имитация была прям четко отработана была. Но вот за счет того, что у нее все-таки большой угол заезда, она справилась. Да. Да, она уперлась прям в этот вот. Но она уперлась Массив. причем колесом, да. То есть по большому-то счету. Если был бы другой автомобиль, ты бы бампер. Я бы сел на бампер. Ну да, тюк и все. И оторвал бы его. Вот здесь мы уперлись первый раз. Тут прям такой высокий подъем, сантиметров, наверное, 50 у него. Он не смог проехать. А в следующий раз поехали уже вот здесь. И здесь он проехал, заехал на гору. Вот здесь у нас проходил уже второй заезд. И вот тут конкретно была имитация системы. Она отрабатывала очень хорошо. Мне понравилось прям. То есть я продавливал педальку, и вот она потихонечку вытягивала машину. Мне интересно было, как она поведет себя именно без разгона, а вот в таком состоянии. И она справилась. Вот сюда мы сейчас поедем. Смотрите, здесь чуть посложнее. Тут уже больше дорога вымыта. И поглубже у нас сама колея. Сейчас также поедем колесами прям в эту колею. Давай, Леш, вот сюда, прям в канавочку. Вот сюда, в красивую. Да. Хорошо. Оп. Упал. Так, ты меня хочешь зарыть, да? Закопать? Ну, мне кажется, ей вообще фиолетово на это препятствие. Ну давай абсолютно. попробуем. Просто потихонечку, без всяких рывков. Нажимаю педаль газа. Ну, да, она выезжает просто на изи. Лех, если что, я лопату нашел. Ну отлично, тогда я не боюсь. Ничего. Похоже, что-то уже откапывался здесь. Так, опять же, сейчас едем потихонечку. Без рывков, без разгона. Проваливаемся в канаву. Вот так вот. Зависаем. Так, вот, мне интересно. Сейчас я поставил ее прям в яме. И давайте посмотрим, как у нас сработает система. Нажимаю газ. Она начинает пробуксовывать и вытягивает машину. Ага, есть, выехали. Нет, не выехали. Вот, смотри. О, выехали. Отлично, опять та же самая ситуация, ребят. То есть она уперлась, она стала пробуксовывать. Она поняла, что она пробуксовывает, и начала менять нагрузку. Смотрите, дальше у нас здесь поглубже канава. И я боюсь, что если мы сюда провалимся, то, наверное, посадим на днище. Нет? Прям так поедем? А, Антох? Поехали. Прям через нее, да, здесь? Да. Хорошо, что Антоха лопату нашел, мне теперь не страшно. Так, правее, да? Вот так? Правильно еду? Да. Вот. Ага, задний провалился. Так. Ну, все. Есть. Заехали мы на нашу вершину. Почему нашу вершину? Потому что дальше, ребят, я вам сейчас покажу, что дальше тут есть. Туда мы не поедем уже. Вот сюда, конечно же, Айкар не поднимется. Не, ну в смысле он поднимется. Клиренса не хватит. Сюда мы не поедем. Так, а обратно мне страшно ехать. Я вижу, какой здесь крутой съезд. Я заваливаюсь. Чувствую, заднее колесо у меня поднялось. Так, ага, уперлись, смотри. О, она У сама... тебя передняя лев. Смотри, имитация отрабатывает. Отлично. Как она легко все это проезжает вообще. Вау. Смотри, что происходит. Смотри, просто она сама вообще. Да.
Вау! Мы спасены! Вы понимаете, машина 150 тысяч максимальная комплектация, это с доп. Пакетом уже на 10 тысяч юаней. И вот, чтобы она вот такое вот могла, понимаете, то есть вы можете спокойно взять эту машину и ездить по вот таким местам, не переживая. Как мы с тобой, помнишь, когда на Polarstone делали обзор, мы ехали, Антох говорит, тут если была бы Нива, я бы тут бы мог легко там типа ехать и не переживать. Так вот, пожалуйста. Плюс-минус Нива, плюс-минус Да. Нива. Конечно, Ну, да. комфортная Нива. Как комфортная Нива. Я просто хочу обратить внимание, здесь 21 катки стоят, понимаете? 21-е. И это не AT-резина. Не идти резина, просто шоссейка. То есть, если воткнуть хотя бы сюда, окей, хотя бы 19-е AT, было бы уже лучше, но 17-е, чтобы их там приспускать, вот это вот все дела, было вообще супер. А здесь, ну, это чисто городская тема, 21-е катки, Леш. И ты на них такое творишь. Ну, на самом деле, я тебе скажу, ну, местами страшновато. Страшно, страшно. Так, мне страшно. Я думаю, я сейчас перевернусь. Лопату бросай в багажник и поехали. Хорошо, что не выбрасывай, а то я уж подумал, ты осмелел. Антох, там некуда бросать лопату-то. Ты плохого мнения о Байкар, я тебе так скажу. У нас забито все. Ух ты! Так, ну я до багажника не добрался. Мить, подожди. Это полный привод. подожди. да. Ай-яй-яй, вы посмотрите, что там. говорит, некуда. Удивляет, да? Удивляет. А 220 розетки здесь нет случайно? 3 киловатта есть, а розетку я не искал. Через V2L? Да, через V2L есть. Нам еще машину откапывать, поехали. Ладно, поехали. Ну что, ребят, приехали мы на то место, где мы тестировали G318 и Polarstone. Это вот такая песчаная горка, песок рыхлый. Единственное, когда я ехал на Polarstone, здесь был песок прям очень рыхлый, он был сухой. Тут недавно прошел дождь, песок немного сыроват, влажный, но тем не менее он прям очень такой мелкий, знаете, мелкий песок. Я думаю, автомобилисты меня поймут, что такое мелкий песок. А вот там он сухой. В общем, мы сейчас съезжаем вниз, проезжаем по песку кружочек, смотрим, как машина ведет себя на песке и поднимаемся в эту горку обратно. Давайте посмотрим, что с этого выйдет. Лопата есть, если что. Ну что, режим у нас легкое бездорожье. Ага, я уже чувствую, как колеса мягко-мягко, как по вате идут. Воу-воу-воу. Как бы нам лопата Антона здесь не пригодилась. Не хотелось бы провести весь воскресный день в откапывании машины. Сюда вниз проехали мы легко, но, конечно же, песок сегодня он влажный такой, влажный, не совсем рыхлый. Проехала машина легко. Для начала давайте вообще поговорим про этот автомобиль. Вообще, кому он нужен? Наверное, главная целевая аудитория – это люди, которые любят такой квадратный дизайн, квадратный стиль. Городской, SUV, компактный, маленький, 4,2 метра, который поместится на большинстве каких-то парковок и в маленьких узких местах. Опять же, в городском потоке выглядит он очень красиво, очень интересно, своеобразно, стильно. И, вы знаете, автомобиль выглядит недешево, да, Антон? Как он притягивает взгляды. Мне чувак с Геленвагена такой красавчик, типа, блин, вообще. Мы с ним запустились, ему даже понравилось, как он едет бодро. Целевая аудитория – это молодежь. Молодежь. Молодежь, которая действительно любит выехать на природу, активный образ жизни ведет. Потому что вот смотришь сейчас китайский ТикТок, как они его тюнят, что они с ним делают. Сверху вот эти вот палаточки, виндсерфинг туда-сюда, прям идеально машина заходит для этого. Автомобиль изначально себя позиционирует как возможность выехать в какие-то труднодоступные места. Что, в принципе, мы сейчас и делаем уже второй раз. Приехали вот на такое красивое место, пляж, солнышко, море, песочек. Но, конечно же, для любителей жесткого оффрода он не подойдет. Тестируем его здесь, проверяем, как он справляется с подъемом на песке. И дальше протестируем его в городских условиях. Да. Покупая этот автомобиль, вы явно будете больше его приобретать на эмоциональном уровне, нежели на рационально взвешенном. Потому что на рационально взвешенном он проигрывает Айкару 03. А вот эмоционально этот автомобиль выглядит гораздо интереснее. Я больше кайфовал бы, выходя и садясь в этот автомобиль. Ехал бы, психовал, что нету там поддува, нету беспроводной зарядки. Все это мелочи, потому что он дарит больше эмоций гораздо, чем 03. На 03, кстати, мы тоже снимали обзор. Посмотрите вот по этой ссылочке.
интересный автомобиль, опять же, стоящий того, чтобы вы рассмотрели его для своей покупки. И вот V23 по концепции. 03 конкретно для концепции кататься в городе. А этот прям такой, ну давай, ну выкати меня, ну я хочу, ну поехали. Ребят, вы знаете, вот сегодня с утра сел в автомобиль такой, проехал на нем. Мы поднялись в гору, пронеслись на скорости 70 км в час по дороге, по землянистой, где вы просто едете на этом автомобиле с такой скоростью и не ощущаете того, что снизу у вас под колесами ямы, в которые пролетаете вы как будто на квадроцикле. На квадроцикле я также езжу. Ну, плюс-минус я бы Полный хотел газ и поехал. напомнить, что у меня по ощущениям эта машина дарит как крузак соточка. Когда едет по гравийке, вот плюс-минус то же самое. Да, конечно, хуже, но и цена этого автомобиля смешная. Цена. Самое главное, конечно, это цена. От 100 тысяч до 150 тысяч юаней. То есть, грубо говоря, монопривод можно за 2 миллиона с копейками привезти в Россию. Вообще цена 140 максимальная, но там еще есть пакет, правильно? Да, без этого умного пакета брать не стоит. Потому что здесь камера 360, как минимум, она уже нужна. А ты можешь нам озвучить весь пакет? Ну давай, за 10 тысяч юаней, что мы первое приобретаем, это удержание в полосе. Хорошее, качественное удержание в полосе. Очень важная функция. Смена полосы по включению сигнала поворотника. Даже так он умеет? Даже так, да. Панорамное изображение камеры 360, без этого вообще никуда. Панорамное, то есть 360 просто обычно? 360 и прозрачное дно 180. Прозрачное дно. Да. Дальше. Предупреждение о столкновении спереди, сбоку, сзади. Тоже Важная очень штука. важно, да. Автоматическая парковка. Работает нормально. Я проверил. Ну, естественно, адаптивный круиз-контроль. И из плюшек самое главное, то, что можно запарковать этот автомобиль с помощью мобильного телефона. О, даже так? Даже так. Вышел, включил, машинка встала, ты уже ушел. Класс. За 10 тысяч юаней, я думаю, что нужно это обязательно брать, даже не Обязательно. рассматривая. Да. Даже просто одна функция удержания в полосе на длительных дистанциях, она очень сильно помогает. Безусловно. Протестируем сегодня мы автопилот на нашей трассе и по скоростной трассе. В общем, посмотрим, что она из себя покажет. Да. Так как песок сегодня у нас сыроват, мы усложним задачу V23. А именно проедем вот там, где у нас начинается сам бугор. Возможно, цепанем днищем немного. Дальше заезжаем на сухую часть, проезжаем по сухой части, выруливаем прямо на песке и поднимаемся в гору. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Воу, я уже чувствую, как он начинает проседать. Так, ты хочешь, чтобы я сюда, да, прям провалился? Да, вот в эту глубокую канаву. Ох, хочешь ты сегодня копать, похоже. Давно ты не копал. А вот и все. Да давай. Да все. Че, давай, закапываемся. Езжай. Мы закапываемся. Закапываемся, езжай. Давай, хорошо едешь, очень хорошо, давай. Давай. Все, мы сели. Давай задний. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Прошел нормально. Единственное, ощущалось вот это вот проскальзывание, ощущалось то, что если чуть-чуть сейчас немножечко подтормозить, то можно, конечно, закопать автомобиль. Хорошо он показал себя и чувствуется вот эта работа системы, отработка именно происходит. То есть он помогает автомобилю проезжать, не закапывает сам себя. Даже вот в этой яме чувствовалось, то есть я педальку нажимаю, колеса не начинают зарываться, они пытаются автомобиль вытащить его. Но клиренса, конечно, не хватает, поэтому если вам нужен жесткий оффроуд, надо будет автомобиль кастомизировать, поднимать его, конечно, повыше. Я напомню, у нас обычная шоссейка, а мы от автомобиля ждем максимально много, правильно? Да. С учетом того, что мы просто вот обычные юзеры и выехали куда-то там. Ничего не смыслящие ни в чем. Поехали в горку. Ой-о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 й. Все. Так, надо с разгона.
Так, ну что, ребят, интересный опыт, конечно. В общем, ну, машина, конечно, далека до того уровня, на котором проехал эту горку Polar Stone. Тогда был сухой песок, и он прям проехал четко, уверенно. Здесь же мы сразу, как вы видели, забуксовали, встали с разгончика, потом он поехал, постепенно набрал скорости. На горке вот здесь я чувствовал, как скорость падает. Если бы горка, конечно, была бы подлиннее, то, возможно, мы где-то бы и застряли. Я скажу так, что в эту горку ни одна моноприводная тачка не проехала бы. Вот все они, вот они здесь стоят. Это вот те ребята, которые туда понимают, что им не сунутся. Действительно, iCar это тот автомобиль, на котором вы можете ездить на легкое бездорожье. Спокойно. Антох, как тебе вообще? Я скажу, как это выглядело со стороны. Во-первых, ты отъехал близко к морю, и ты стартовал, как бы так, типа, вот у тебя все 4 колеса уходили вниз. Да. Рыхлый песок. Рыхлый песок был. Ага. Машина вытянулась, пошла на разгон, и тут как по маслу заехала. Я вообще не понял, как будто бы здесь все легко. И со стороны выглядит так, что девяточка-то изи заедет. Вообще. Это необычный песок, он очень мелкий. Который свистит, ты идешь, он сук да. под ногами, он прям очень Здесь мелкий. автомобили очень легко закапываются. И вот тут даже вот, ну, их бизнес у бабушек построен, они выкапывают машины тут частенько. Запускают за деньги и откапывают потом за деньги. Потом тоже за деньги. Я пока в восторге от автомобиля, честно, вот это вот очень эмоциональный автомобиль. Я люблю такие автомобили. Они тебя где-то бесят, где-то очень радуют. Но ты такой, блин, какая она классная. Она, ну, и стоит бюджетных денег, да? То есть мы не говорим про вот тот же там какой-нибудь Rising дорогой, про Luxi дорогой. Нет. Вот у тебя. Для китайцев это вообще супер дешево на самом-то деле. Ну и да, они будут брать это моноприводные машины, однозначно, вот эти вот все. Давайте сегодня мы еще сделаем замер на расход. Сколько же расходует такой автомобиль в городских условиях? Давайте сейчас посмотрим, сколько у нас сейчас расход, чтобы вы понимали. Вот смотрите, мы сегодня уже катаемся 4,5 часа. По горам, по пескам 22,5 киловатт-часа у нас на сотню. Это полный привод у нас расходует, да? И сейчас мы это все дело сбросим и посмотрим, какой же расход будет в городе. Я напомню, что у этого автомобиля есть ключи, как Bluetooth ключ, Bluetooth в телефоне изначально идет. Обычный ключ нужно дозаказывать, покупать, который дистанционный Bluetooth. И карточка в комплекте. То есть в комплекте идет карточка и Bluetooth ключ в телефоне. Так. Вот тебе карточка, открывай автомобиль. Да, сегодня я с утра начал передвигаться на автомобиле уже активированном. И Антон говорит, я тебе, говорит, сегодня днем дам возможность активировать. Вот здесь NFC написано. А я просто сегодня долгое время смотрел на эту NFC надпись. Что, правильно я сделал? Да. Вчера было мокро весь день, дождь. Как же мне это не нравится. Вот и вот сюда, вот в самое такое место, это каждый раз одно и то же было. Поэтому да, Bluetooth ключ, обязательно коннектите приложение и наслаждайтесь Bluetooth ключом в приложении. Вот эта штуковина, это на всякий случай. Поздравляю, с первым квестом ты справился. Давай, второй, открывай капот. Сразу чувствуешь подвох, да? Чувствую подвох, да. Там нет, да? Горячих клавиш нету? Физическая кнопка должна быть или нет? А я не знаю. Я вчера воды хотел залить. 5 hours later. Теплее, да. Холодно. Тепло, жарко, прям горячо. Но недостаточно, не кипяток. В общем, мне кажется, стоит признаться. Ты уже понял, что это пластмасса? Открывается отсюда, типа? Или что? Или вообще не открывается? Она не открывается вообще. Она снимается только посредством выкручивания болтов. Да. Вот оно что, здесь болты? Да, болты под этой штучкой. Если вон ту крышку приходится снимать жестко, то эту просто водичку наливаем сюда. Вот оно что. Я бы не догадался. Я тоже нет. Я даже не стал время тратить, я сразу пошел за подсказкой. Мне нравится это решение, потому что тут ловить нефиг. Так как если здесь нету багажника, значит ловить нечего. Про то, что с одним подписчиком мы разговаривали, то что почему все не делают вот так. Ну удобно, налил, все. И мало кто будет знать, что вот тут нужно как-то вот нажать, чтобы водичку налить. Мне такое решение больше всего нравится. Вы поняли, да, к чему мы идем, двигаемся? Я вам об этом уже говорил, что в итоге, в конце концов, мы будем обычными пользователями, обычными хомячками, которые сели за руль. Вот. Ну, с телефонами так у нас и получается, да, что вот сломается он, и что делать? Ну,
Нести к мастеру. Да, здесь Почини. также. Почему? Потому что электромобили не требуют постоянной обслуги, вот это здесь вот все. Да, замена масла, Замены проверка, масла, там вот щуп это не вот, достать, да, да, тут. не то. Там снизу всего достаточно, чтобы за раз там что-то сделать. Ну, тоже верно, да? Тоже верное решение. Ехали, и вот в кустах где-то в деревне нашли зарядку, а тут стоит Леопард 8. И вот можно сравнить их вживую, как они выглядят рядом. Смотрите, Айкар и Леопард 8. А здесь еще к удачному нашему стечению обстоятельств есть такой же Айкар V23, но уже с айтишной резиной. Обратите внимание, вот. Здесь не просто айтишная резина, здесь еще 19-е катки с моноприводной версией. То есть он купил у друга за 1200 юаней, чисто ему повезло. В смысле 1200 юаней? 1200 юаней он купил диски в круг, С резиной? а резина каждая 1100 стоит. Ага. То есть, ну это так, просто информация, вот как пацану повезло. И вот действительно на 19-х катках, вот с этим баллоном айтишным, смотрится классно. Размеры у него. Резина, кстати, Scorpion, Alterian, Pirelli. 255 на 19. Он Pirelli взял за 1200 юаней каждый баллон? Да, каждый баллон. Чуть-чуть бэушная. Каждую шину. Да. Не, класс. Вот как она должна действительно выглядеть. Почему они не предлагают с завода такую опцию, я лично не понимаю. Вот правильное решение колес на полноприводном автомобиле. Нет, ну вот так уже совсем другой вид, смотри. Внедорожник такой, да, а там городской SUV. Станция у нас выдает максимум 120 киловатт. И давайте посмотрим, сколько принимает автомобиль. Пошла зарядка, разгоняемся. 87. Что, максимум 90, что ли? Да, у меня был максимум 90. Да, у тебя тоже 90 было? Да. А, слушай, ну 90 это не так много. Прикинь, у тебя батарейка 80 с лишним киловатт-часов. Он мне говорит, прикинь. А я прикинул, я с одишкой так и живу. Батарейка 83 киловатта, заряжается на максимум 90 киловатт в час. Нормально. Уж как год. Ничего страшного. Конечно, хочется быстрее. Конечно, хочется 800-вольтовую систему. Но, ребят, цена автомобиля начинается от 100 тысяч юаней. Ну что, а теперь давайте проверим автопилот на нашей трассе. Вот, активировался, он поймал. Сначала он не хотел. Сначала не видел полосу. И что? Вылетели, мы сразу вылетели. Ну, слушайте, все, короче. В общем, я думаю, на этом тест наш закончен. Функция удержания в полосе здесь работает очень плохо. Ты не суди по этой трассе. Здесь как бы мало что хорошо работает. Автомобиль все-таки бюджетный. И функция удержания в полосе здесь максимально бюджетная. И предназначенная только для того, наверное, чтобы удержать автомобиль в полосе на скоростной трассе во время длительного путешествия. И вот давайте это сейчас мы и проверим. Активируем его двойным нажатием вниз. Скорость у нас меняется колесиком левым. Кстати, колесиком что интересно, что если при маленьком движении у вас меняется на 1 км в час, если резко крутите, то сразу по пятерочке меняется. Так, машина и... Ага, пролетели. Всплыл грузовик так резко. На трассе с хорошей разметкой держит уверенно. Нравится мне то, что у кондиционера есть раздельные дефлекторы по краям. Вот здесь. То есть одну можно часть направить на стекло, одну часть на себя. Также снизу у нас 3 дефлектора раздельных. Один на себя, другой на пассажира, третий назад. Почему назад? Потому что сзади дефлектора, к сожалению, нету. И вот задний ряд здесь в этом плане обделен. Снизу 2 механические регулировки. Одной регулирует температуру, другой скорость вентилятора. Ну и, соответственно, здесь у нас кнопки обдува стекла. Да, а здесь еще есть также умная система. Вот здесь в настройках. Здесь у нас получается это включено, обычная вентиляция и выключено. Также есть автоматическая вентиляция кондиционера, автоматическая очистка кондиционера, активация шумоподавления Bluetooth по Bluetooth и автоматическая, значит, антифог, чтобы не запотевало все. Не запотевало. Да. Из плюсиков, господа, даже в базовой версии сейчас
в подарок теплонасос. А теперь минусы. Отсутствует приборная панель. Я не понимаю, почему сюда нельзя было ее поставить. Ведь это вот место просто идеальное для приборной панели. Но 658 юаней, и у тебя здесь классная приблуда, родная, которая будет тебе типа мини-приборной панелью. Маленький экранчик такой кругленький, но классный. 658 юаней всего цена вопроса. Есть, да. В магазине приложения заходишь и покупаешь. Понятно, то есть они сделали как конструктор его. Да, как конструктор. Собирайте под себя, что хотите. И это еще не все. Далее у меня для тебя есть другие сюрпризы. Какие? Давай, я тебя прям в шок сейчас повергну. Хочешь? Хочу. 3850 юаней, и ты можешь установить фаркоп для перевозки электробайков небольших, да, каких-нибудь велосипедов, и максимальный вес вот этого всего, этой всей конструкции, то есть нагрузки на заднюю ось, 60 килограмм. Тянуть ты ничего не можешь. Это не фаркоп. Просто крюк такой. Типа. Да, это такая станция для установки перевозки велосипедов либо электробайков. Что еще есть из допов? Ну и еще классный, важный доп, алюминиевая защита по низу. Полностью всего днище? Да, днище, да. Небольшое уточнение, не из алюминия, а из органической стали. Тоже там такие свойства, там шикарная, крепкая, там, в общем, все дела. Посадка здесь, ну, не очень комфортная, я бы так сказал. Сидушка маленькая, и я не могу себя отодвинуть далеко назад. Вот это вот у меня вот такое положение, самое дальнее, нога согнута, я сижу здесь. Да, на небольшое расстояние проехать можно комфортно. В более длительной поездке, конечно, немножечко вы устанете в таком положении. Но это, опять же, при моем росте 1,85 м. Если будете вы поменьше, то, конечно, будет покомфортнее. Антон, мне кажется, не заметил этого, да? Мне жала сидушка. Тоже. Вот, кстати, да, по краям мне она жмет. Но она жмет, знаешь, она жмет не ляжки, а жмет саму ягодицу. То есть именно вот узкая часть, она где-то вот прям в районе у вас начала сидушки. Остекление здесь, обзорность дает нам хорошую. Все-таки большая такая площадь стекла. Стекло вертикальное, видно все хорошо. Но стекло имеет те же самые минусы, что и мой Polar Stone. Это убийца всех насекомых. Стекло пачкается очень быстро из-за этого, конечно же. Но это, что поделать, приходится жертвовать. А вот что мне здесь не понравилось, так это зеркала. Обратите внимание, какие они узкие. Прям узенькая. И вот, обратите внимание, сейчас машина у нас едет, вот она. Вот здесь я уже не вижу ее. К педалям газа, тормоза я привык моментально. Сел и поехал, как говорится. Никакого дискомфорта здесь не было. Немного, конечно, после наших машин, которыми мы пользуемся, мне не хватило мощности моторов. Машина поначалу, она такая туповатая немного. Нажимаете педальку, не сразу она подхватывает. Но это и понятно почему, потому что у нас всего лишь 100 киловатт, движок сзади, 55 спереди. Давайте немножечко поговорим про шумоизоляцию. Производитель, как мы уже сказали, сказал нам, что будет улучшены стекла. Они будут двойные, они будут более толстые, сейчас они тоже двойные. И шумоизоляция будет лучше. Но сейчас пока шум идет от стекол сильный. От стекол и от дороги, кстати, тоже. Вот насчет арок, я не знаю, будут ли они улучшены в плане шумоизоляции или нет, но сейчас слышно все-таки, как у нас резина трется. Вот что мне не нравится, так это то, что здесь нет кнопок физических. Есть эти два джойстика. Правый — это у нас громкость, на левом вы меняете скорость для круиз-контроля, либо при автопилоте. Все. Ну и, соответственно, вот у вас два положения, это вправо-лево, которые работают прям очень плохо. Их неудобно нажимать. Вы когда нажимаете, у вас прожимается кнопка сама. А сейчас замерим шумоизоляцию на нашей трассе и сравним ее с другими автомобилями, которые мы здесь тестировали. Первый замер 60 км в час. И теперь 100 км в час. Что покажет прибор? Вот сейчас таблички вы видите. По ощущениям шумновато, хотелось бы тише. Ну что, давайте замерим, из чего состоит iCar V23. Оцинковка. Кстати, задняя дверь и задняя часть выполнены из пластика. Здесь также пластиковая часть. Крыло. Ага, и здесь тоже пластик у нас. И здесь пластик. Тут все пластик у нас. Ребят, стойки оцинкованные. Ну, крыша, соответственно, оцинкованная. И пороги оцинкованные. Интересно.
Чтобы капот был пластиковый, я такого еще не видел. Ширина автомобиля 1,91 м. Давайте замерим салон. Спереди 1,37 м. Ой-ой-ой, какой он маленький. Сзади 1,37 м. В общем, одинаково, что спереди, что сзади. Ну так, нет, ну как бы у нас тут сзади в принципе 2 места, да, всего. Поэтому и салон такой. В общем, 4-местный автомобиль. Но что интересно, по документам это 5-местный автомобиль. Как здесь разместить 5 человек, я не знаю, ну вот так вот. У нас под батарейкой 27 сантиметров аж. А ты боялся на пузо сесть. Да, я боялся на пузо сесть. Спереди 22 сантиметра. И вот, наверное, задняя часть минимальная может быть. Ну вот сзади тоже, да нет, 21,7, короче, минимально то, что нашел, 21,7. Нормальный клиренс вообще. Так, здесь у нас не запаска. Нет. Дальше покажем вам, что здесь такое. Открывается он вот так вот. Оп. Есть вот такой упор, который, ребята, не обращайте на него внимания, в финальной версии это будет нормальный, взрослый такой, толстый, широкий упор с фиксатором. Это пока предсерийные модели, вот такую штуку они поставили так, просто временно. Так вот, дальше у нас здесь, в дверной карте, в этой в задней, вот такая полочка. Жалко, что они не сделали, чтобы так столик был, да? Смотри, вот так вот. Классно было бы. Можно сделать, они доделают этот пол. Доделают, да? Да. Ну, Антон обещает, что доделают. Если что, с него требуйте. Нет, в смысле, не на фабрике, А. кастомизируют. Я понял, я думал. Не-не-не. Нет, смотри, просто сама по себе она выглядит как столик. Они сюда прикручивают, в общем, я видел, и вот так она все делается. Все, Так это же легко, да, сделать. На крючках. Она сама как столик выглядит. И вот здесь глубокая такая вот ниша, полочка. За счет вот этого типа а-ля фейкового заднего колеса, какое сделано, да, пожалуйста. Много всего можно сюда напихать. Классно, здорово. Ну и вот тут, соответственно, у нас лючок под аварийное открытие. И вот такой кармашек. Так, ну и, ребята, сам багажник. 244 литра. Немного, да? Но разместить сюда какие-то пакеты, чемоданы, там, поехать на природу можно. Классно, есть крючочки. Здесь у нас есть, опять же, вот такие кармашки. Все с резиночками, удобно. То есть рассовать можно всякую мелочевку. Классно. Есть подпол у нас, да? В общем, вот такая вот глубокая ниша. Глубокая, хорошая. И если мы откинем вот так вот задние спинки, то у нас получается 744 литра. Немного, но перевести что-то можно. Друзья, сейчас мы сделаем замер на ускорение. Сделаем в 3 режимах. Это эко, стандарт и спорт режим. Интересно, что же выжмет наш полноприводный iCar. Поехали. Что-то в спорте 7,9 получилось. Сейчас еще раз надо сделать замер. Давай еще раз. Потому что у меня получилось в эко 7,85, в стандарте 7,79, а в спорте 7,9. Не дожал тапку в пол до кикдауна. Я прям вообще чуть не продавил там пол. Да. Давай еще раз попробуем. 7,83. Ну, нормально. В смысле нормально? В стандартном было 7,9. У нас здесь полный привод и не ощущается вообще этого полного привода. В общем, как-то вяленько разгоняется она. Сейчас мы делали тест на ускорение, заряд батарейки был 60%. Ну что, мы выехали на такую вот землянистую сельскую дорогу. Прям нас тут болтает. Но подвеска взбитая очень хорошо, она плотненько так отрабатывает, то есть нет этого пробива всех, нету прям жестких скачков на машине, как это было на Баудзюне. Антон сидит на заднем ряду и там кайфует, говорит, что ему очень комфортно. Очень комфортно. Вот дорога ухабистая, плохая, мне классно, честно, комфортно. Во-первых, широкая эта сидушка, широкая спинка и ручка такая прям массивная, за нее подержаться, прям классно. Комфортнее, чем в УАЗике и в Ниве. То ли это брак именно этой модели, так как она у нас предсерийная, то ли это вообще брак. Вот здесь прям у меня что-то дребезжит очень сильно. Моя очередь рассказать вам про мои ощущения от этого автомобиля. Начну с того, что я вчера на нем выехал в большой город. Значит, в Шэньчжэнь поехал, покатался по всем узким улочкам, парковался в всяких тесных местах.
а мне это очень понравилось, то что машина 4,2 метра всего. Можно запихнуть ее практически везде. Это первое. Второе. Мое ощущение от того, что по плохой дороге машина едет хорошо, взбита, классно. И, правда, вот на небольших неровностях ощущается, что она все-таки такая, ну, больше сделана как будто бы для оффроуда. То есть там, где обычно я привык, что мне моя, опять же, айдишка ведет хорошо, мягонько, там было прям вот чувствовались стыки. Но это, пожалуй, вот единственный минус по этому автомобилю. По посадке, как отметил Алексей, вот в бедрах вот тут жмет, а все остальное классно устроиться можно по-всякому. Максимально можно поднять кресло до упора, и у меня еще 2 кулака влазит. Замечательно. Посадил жену. Она такая: вау! Как удобно, все видно. Я чувствую машинку хорошо. Я говорю, зачем ее чувствовать? Есть камера 360. Все это баловство. Мне вот, пожалуйста, вот чувствовать машинку надо ей. Я до конца вот сейчас отодвинулся. Нога у меня левая вытянута практически прямо. Здесь же правой ноге удобно, но вот эта вот часть, она такая, знаете, вот заподлянская. Можно, конечно, в нее удариться. Обратите внимание, как по-королевски здесь можно рассеять. Подоконник такой широкий, большой, массивный, как у Polar Stone. Здесь вот эти вот конопульки, как у BG60, как у серьезного взрослого внедорожника. Здесь подлокотник тоже комфорт. То есть вот развалились, классно. В дальнюю дорогу, когда я ехал на этой машине с Гуанчжоу, мне очень понравилось. Я включил автопилот, она вела себя уверенно, везде все классно предугадывала. Моментами, когда я вчера нарочно кому-то ехал в попу посмотреть, оттормозится ли машина или нет, или сигнализирует, она иногда система не срабатывала. Хотелось бы верить, что это просто сырая прошивка и она будет улучшена. Главным минусом данного автомобиля для меня является музыкальная система. Она здесь очень плохая. Вот в отличие от А03, которая там Infiniti стоит и шарашит, будь здоров, то здесь прям сильно посредственная и хочется сильно лучше. Про регулировку сидений я вам рассказал, а вот руль здесь, к сожалению, только по наклону. По вылету его тут физически нет. Ну и так в целом мой рост 1,78 м, руль до конца поднят вверх. Ну вот, положение в принципе комфортное. Я уместился хорошо. Как уже сказал Алексей, здесь есть 5 режимов, и вот 6-й это настраиваемый режим. Здесь у нас регулировка педали газа, стандартная, комфортная и спортивная. Здесь регулировка тормоза, стандарт и спортивный, регулировка руля, стандартная, спортивная, и рекуперационные режимы. Стандартный, средний и максимальный. Из приятного дополнения в том пакете за 10 тысяч юаней вы получаете встроенный видеорегистратор, который пишет в круг. И есть система охраны, которая следит за тем, что кто-то подошел к машине, там она сделает фотографии, пошлет вам на мобильное устройство и тому подобное. Поговорим о центральном туннеле. Значит, подлокотник. С первого взгляда небольшое пространство, но вот здесь есть такая шкатулочка, туда, в принципе, почти по локоть рука влазит. Ну, туда положить, собственно, только документы. Также здесь находится 2 USB порта, один на Supercharge, другой на трансляцию телевизора, может быть подключен с мобильного телефона, и флешка для USB записи. Здесь место для телефона без подзарядки. Здесь вы можете делать такую компоновку, и какие стаканчики сюда влазят. Также здесь есть вот такая хитрая штуковина. Опа! И тайничок. Сюда уже, пожалуй, влезет чего побольше. Там бутылочка ляжет, виски, например, с собой на природу. Раз. А жинка-то и не знает. Еще вот сюда можно воткнуть дополнительный такой боксик. Стоит оно 300 юаней. Также за 200 юаней здесь есть такой специальный родной крепеж для телефона. Вот сюда можно присобачить специальную такую железную полку. Какая-то мультифункциональная, зачем она нужна, непонятно. Вот фотографии, вот примеры. Бардачка здесь нет, зато есть крючок на 3 килограмма. Также здесь есть кнопки ALF 1 и ALF 2. Зачем и почему, мне очень лень разбираться, извините. Не, если серьезно, то это вроде бы как выход аудиосистемы 1 и 2, но где чего я не нашел.
а ИИшки мне не подсказывают, зачем и как. Медиа-дисплей здесь 15,4 дюймов, 2,5К, Qualcomm 8155. Поговаривают, что можно подключить CarPlay, Android Auto. Ничего подобного здесь не вижу. Возможно, с обновлением, которое здесь есть по облаку, что-то появится. Что из интересного? Можно подключить Nintendo Switch, пожалуйста, вот. И есть файловый менеджер, в котором можно просмотреть медиафайлы, музыка, кино, картинки. А еще здесь есть такой классный режим, называется Off-Road. Все показатели, как в настоящем внедорожнике. Вот, сейчас с вами прокатимся по одному уклону интересному и посмотрим, насколько эта машина может легко заехать в горку на травке без каких-либо вообще пробуксовок. Вот, собственно, с уклоном сколько у нас тут? 25 градусов, в принципе, неплохо. Встали на горочке и поехали дальше. Да, безусловно, это огромный плюс данного автомобиля. Еще раз это скажу, то, что она полноприводная. Это отличная альтернатива, знаете, бюджетным электрокарам, если так можно назвать, а коим такой автомобиль является, потому что, ну, под ключ, давайте навскидку, это примерно 3300 на сегодняшний день. Может быть дороже, может быть дешевле. Ну, примерно вот так вот будем считать. Что вы за 3300 возьмете из такого брутального, субъективно красивого автомобиля, но при этом объективно проходимого? Ничего. iCar 0.3, вот первоначальный, он уступает очень сильно. Знаете в чем? В том, что у него батарейка маленькая и расход, так как у iCar'ов высокий, ну, получается, вы далеко на нем не уедете. А вот V23 вам подарит такое удовольствие уехать на этом автомобиле далеко. Доступные цвета экстерьера: черный, серебряный, зеленый милитари, белый, серый и оранжевый. Цвета интерьера, они интересно варьируются. То есть есть вообще в целом серый и вот такой кремовый белый. Но вот что интересно, если выбрать какой-то из определенных цветов, то другой цвет недоступен. А в каких-то доступно и то, и другое. А чтобы точно узнать, какой цвет вам подходит и как его выбрать, пишите нам в телеграм-канал, нашим менеджерам. Они вам с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Ну и замерим радиус разворота. Здесь он не маленький. Чуть больше радиус разворота, чем у повара. Давайте посмотрим, как работает рекуперация. Выберем средний режим. Разгоняемся до 60. Бросаем. Ну, как будто бы в накате вообще. Нет, слабовато. Давайте выберем максимальную рекуперацию и так, разгон до 60 бросаем. О, вот тут уже поинтересней. Ну, как-то, знаете, сначала затуп, потом такой резкий тычок, потом более-менее плавно. Вообще, в целом, когда включен режим эко, вот смотрите, в режиме эко 60, вот в эко то же самое, как будто бы у вас рекуперация включена максимальная. Ну и режима One Pedal здесь нет. Несмотря на то, что на втором ряду стеклопакет, стекло одинарное, шумоизоляция там хорошая, лучше, чем спереди. Спереди действительно что-то поскрипывает, не очень приятно. Будем надеяться, что это исправится уже в финальном образце автомобиля. Сейчас я вам хочу продемонстрировать функцию движения обратным ходом. Мы остановились, да, проехали какое-то время, включаем заднюю передачу, и вот тут поехали. То есть это работает в тот момент, когда вы уперлись в какой-то тупик, и машина сама понимает, как выехать из этого тупика. То есть она едет по той же траектории, что и вы заехали в тупик. При перестроении из полосы в полосу вам
доступно изображение с камеры. Один из минусов данного автомобиля то, что здесь нету вентиляции и массажа сидений. То есть, автомобили в этом ценовом диапазоне уже это предлагают. Из подогревов нам доступны только сиденья. Руля подогрева нет. Почему? Не знаю. Нету также подогрева зеркал. Тоже печально. Спасибо, что есть подогрев заднего стекла. Хотя отсутствие стеклоочистителя — это тоже минус. Давайте проверим динамику ускорения с 60 до 100. Так, 60. 100. Теперь проверим динамику ускорения с 60 до 120. Так, 60 скидываем. Держим 60. 3, 2. $120. Автомобиль ощущается гораздо бодрее в динамике уже при движении. Но вот чувствуется, что хватает ей мощности на самом деле. А вот с 0 до 100 не такие явные показатели, я бы так сказал. Ох, ребятушки, не зря создатели данного автомобиля дали слоган этому чуду «Рожденные играть». Как же на нем хочется лезть во всякую дичь. Всякие холмы, ямы, уклоны. В общем, автомобиль, который действительно дарит вам кучу положительных эмоций. Коим и должен быть автомобиль, дарить кучу положительных эмоций. В свою очередь хочу дополнить о том, что при рассказе про доп. Фишки в доп. Пакете я забыл упомянуть, что свет здесь, опять же, в доп. Пакете более умный, он адаптивный. Поэтому одна из причин брать доп. Пакет кроется в свете. Ну и также вы видите миллиметровые радары, парктроники, все это в круг, все это в доп. Пакете обязательно должно быть. Я напомню, автомобиль стоит 150 тысяч максимальной комплектации с доп. Пакетом. То есть 140 без. Полный привод. И батарейка 82 киловатт-часа, что-то такое больше. Мне кажется, создатели автомобиля думали, а как же нам сэкономить денег, чтобы запихнуть сюда максимально большую батарейку, так как у нас iCar расходует очень много киловатт-часов электричества. Расход действительно большой, по трассе очень большой. Сравним с большим тяжелым каким-нибудь SUV. Так вот, первая экономия вот здесь. Вот здесь. Хотя вот тут все очень приятно и достойно. Также они сэкономили на панорамной крыше. Здесь ни люка, ни панорамы. Отсутствует она во всех комплектациях. Из-за доп. Она недоступна. На втором ряду, кроме комфортных сидений, вы ничего больше не найдете. Здесь нету обдувов, здесь нету подзарядников, USB-шек, ничего ровным счетом. Спасибо, что занесли лампочки и ручки страха. Как плюс, так и минус то, что сидушку можно откинуть, бросить себе какой-нибудь коврик и посадить сюда вашего любимого пёселя, чтобы он не пачкал вот такую замечательную перфорированную кожу. Ну и да, и детишек сюда тоже можно посадить, изофикс на 2 сиденьях. Благодаря концепции кастомизации данного автомобиля сюда вы можете разместить крепеж для iPad и что-нибудь в этом роде. В общем, смотрится прикольно. Такой телевизорчик на крепеже солидном. Детки будут довольны. Я напомню, мой рост 1,78 м, 2 кулака, изи, даже еще плюс 2 пальца поместится. Здесь сам за собой далеко и больше. Вот обратите внимание, у меня нога почти вровень лежит под коленкой. Это достойно, знаете, вот такие маленькие автомобили таким похвастаться не могут. Здесь действительно очень комфортный в плане сидушек второй ряд. Жалко, что нет удобств для телефонов. Ну и кондиционирование. Мелочь, но приятно. Продолжение подлокотника вот здесь. Еще бы наклон спинки побольше, и тогда вообще была красота. Кстати говоря, о возможности зарядить телефон. Все-таки продумали, что вот сюда можно вытащить проводочек, а вот сюда бросить ваш телефон.
принципе, да. Сиденье пассажира регулируется в 4 плоскостях, а сидушка как будто бы пошире, чем водительская. Человеку ростом больше 1,78 м точно будет комфортно. По комплектациям, как было сказано ранее, всего их здесь 3. Одна моноприводная на 300 километров, вторая моноприводная на 400 километров и максималка полноприводная на 500 километров. Так вот, в базовой версии на 300 километров доступен пакет за 4000 юаней, который сейчас идет в подарок. Там, в общем, что? Теплонасос уже входит, датчик давления шин входит, и еще там какие-то плюшки входят небольшие. Все, но камер 360 там нету. А в комплектации на 401 километр можно уже приобрести доп. Пакет за 10 тысяч юаней. Нужная штуковина, и колеса там, кстати говоря, 19-е, что очень даже хорошо. Но полного привода нет, поэтому, если хотите полный привод, 19-е колеса, All-Terrain резину, придется как-то вот искать возможности приобрести диски 19 родные, хотя бы 19, про 17 молчу, надо подбирать, ну и All-Terrain приобретать. И в целом тогда у вас получится серьезный паркетничек, который может посостязаться где-нибудь даже с Jimny, мне кажется. Поговорим о конкурентах. По факту, если мы выбираем полноприводный автомобиль, конкурент только один – iCar 03. Но у него не так все хорошо с углами съезда-выезда, и не так все хорошо с клиренсом. То есть конкурентов-то и нет. Если мы рассматриваем моноприводный автомобиль, да, тут уже есть на что обратить внимание. Есть BYD, Yuan Plus. А если среди электричек, так тем более, это еще Galaxy E5. Тоже стоит обратить внимание. Цена там адекватная. А вот среди гибридов мне больше всего нравится BG30. Либо BG40E. Но 40E дороговат, а вот 30-очка само то. Стандартный гибрид, не такой мощный, плагин. DHT-шка трехступенчатая. В принципе, машина достойная и интересная для обзора. Да, это, ребят? Если да, пишем комментарий. По слухам, iCar в 2026 году хотят выпускать гибриды. И вот это вот прям максимально интересно. У нас пасхалочка есть такая, говорят, здесь будет бензобак. В общем, всякие рендеры я там видел, всякие статейки почитывал. Ждем или нет? Ждем. Вот такой у нас получился обзор. Надеюсь, вам все понравилось. Не забывайте подписываться на наши все соцсети: ВКонтакте, Рутюбе, Дзене, Телеграме. Ставьте везде лайки, везде пишите комментарии. Нам это все важно и нужно. Ну а с вами была компания Pandaway. Оставайтесь с нами, и все у вас будет хорошо.